Всем привет! Вы на канале PsyLife, и сегодня мы поговорим на тему, как научиться говорить «нет». Предлагаем вам подумать или вспомнить, почему вы боитесь людям отказать. Какая причина заставляет вас соглашаться на чужие просьбы? Чтобы немного упростить задачу, мы назовем несколько самых распространенных причин. Итак, первая. А что если она обидится? Вторая. А что если потом мне что-нибудь понадобится попросить у него? Третье. А если он посчитает меня нехорошим человеком? Четвертое. Ой, жалко его, у него столько проблем, надо ему помочь. Пятое. Да я, наверное, единственный такой человек, который ему действительно может помочь, без меня никак не справится. Шестая причина. Он помог мне в трудной ситуации, и я хочу его отблагодарить. Ну ничего, хоть это и в 150-й раз, но я все равно ему обязан. Седьмая. Меня перестанут уважать. Итак, мы выяснили, какие бывают причины вашего «да» вместо обыкновенного «нет». А теперь разберемся, как же научиться говорить «нет». Первое. Разрешите себе быть не идеальным человеком. В первую очередь прекратите стремиться понравиться всем и вся. Это нереалистично. Все люди разные, есть определенные схожести. Но быть идеальным для всех у вас и ни у кого другого никогда не получится. Когда вы пытаетесь быть идеальным, вы играете роль. Так сказать, ту, которая разрушает вас, в первую очередь вас. И всех окружающих во вторую. Человек имеет право на ошибки, и уж тем более имеет право как соглашаться, так и отказывать. В этом нет ничего плохого. Помощь другим – это очень хорошо, но она должна быть не во вред себе самому, и это золотое правило психологии. Второе. Тренируйтесь говорить «нет» сначала по мелочам. Для того, чтобы научиться говорить людям твердое «нет» по серьезным просьбам, стоит потренироваться на мелких и самых простых, так сказать, обыденных вещах. Например, у тебя есть мелочь для этого автомата, у меня только крупные купюры. Извини, но у меня нет мелочи. Если вы скажете «нет» таким образом, то человек бесцеремонно сам к вам в карман не полезет проверять, сказали вы правду или нет. А для вас это начальная тренировка. Позже вы перейдете к таким ситуациям, где «нет» будет вполне легко сказать, а главное вполне осмыслимое и объяснимое «нет». Не одолжишь денег до зарплаты? Я бы с радостью, да у самого деньги остались только на проезд. Сам жду зарплату. Третье. Предлагайте альтернативу. К вам приходят с просьбой, к примеру, перевести некоторые вещи с одной квартиры на другую. Как бы достаточно логично, так как у вас есть машина. На что вы, понимая, что эта поездка выльется вам в копеечку, можете предложить альтернативный вариант. Например, такой. Ты знаешь, перевести самостоятельно я вряд ли тебе помогу. Но вот знаю интересную компанию по перевозкам, там и цены приемлемые, и работают профессионалы. Все четко, аккуратно, а главное быстро. Да, конечно, к вам подходили с просьбой, чтобы вы лично перевезли. Но вы в данном случае не отказываете в помощи, а предлагаете иную помощь. Немного меньше, чем хочет человек, и не взваливаете чужие проблемы на свои плечи. Если он захочет, он воспользуется вашим предложением. Четвертое. Повремените с ответом. Для этого на любую просьбу со стороны достаточно сказать «я подумаю над этим». Для чего это делается? Во-первых, вы показываете свою заинтересованность в вопросе другого человека. Во-вторых, вы не даете поспешный ответ «да», после которого окажется реальный ответ «нет» и получите негодование в свою сторону. В-третьих, вы даете себе время на то, чтобы оценить, насколько действительно вы можете или не можете помочь человеку в данный момент времени. Проще говоря, когда вы говорите «я подумаю», вы не отвечаете ни «да», ни «нет». И за вами всегда остается право отказать в просьбе другим. Например, у вас попросили помощи в поездке за город с 10 сумками. Казалось бы, да нужно помочь. А что, если это ваш единственный выходной? Конечно, желания куда-либо кататься явно не будет. И если поедете, то это будет в ущерб себе. Стоит ли отказать? Безусловно, да. Сон важнее. В чем преимущество этого способа? Пока вы тянете время с ответом, человек, скорее всего, пойдет искать запасной вариант. Ну так уж мы устроены. Таким образом, может получиться, что когда вы дадите ответ «нет»,
то можете услышать в ответ: «Да я уже скоро договорился, проехали». Получается, ваш ответ был не критичен в данной ситуации, и все решилось достаточно положительно в вашу сторону. 5. Анализируйте. Подумайте хорошо, может ли человек выполнить свою просьбу самостоятельно. Если да, то зачем он вас просит выполнить ее? Может, пока вы будете этим заниматься, он пойдет гулять, играть, отдыхать, проводить время со своими близкими людьми. А вам что за это будет? Может, в это время можете потратить не на просьбу другого человека, а потратить на себя любимого? Заняться самообразованием, посмотреть кино или же почитать увлекательную книгу. Конец первой части, а продолжение в следующем видео. До встречи во вторник. И не забудьте поставить лайк, если увидели свою причину безотказного ответа на чужие просьбы в этом видео. Пока-пока!